Да вы что? Это что, реально она? Что, а такое вообще было? Mazda MPV в первом поколении это, ну, очень по большой части внедорожный такой минивэн. Всем привет! Снова буса минивэна тема, да? Я знаю, на меня на канале это хорошо заходит. А хочу отснять сегодня видео про Mazda MPV. Но не про обычную MPV, хотя до обычной, которую все привыкли видеть, да, то есть второго поколения, мы еще дойдем. Но давненько не было выпусков в рубрику Old School. Ну серьезно, не было давненько таких выпусков. Поэтому сегодня мы рассмотрим Mazda MPV первого поколения. Я уверен, это как раз та машина, про которую очень многие скажут, что «Да вы что? Это что, реально она? Что, а такое вообще было?» Машина в свое время выпускалась очень широко и на европейский, и на японский, и на российский даже, ну и, разумеется, в первую очередь, даже я бы сказал, на американский рынок. Поэтому многие люди ее до сих пор помнят, и она действительно еще у многих есть. Существует даже вот клуб Mazda MPV такого первого поколения. Она еще родственна немножко вот той самой Mazda Bongo Friendly, да, про которую мне частенько пишут. До нее тоже мы рано или поздно дойдем. То есть они частенько вместе, даже на микробе их ветка совместная. В нашем сегодня видео будет дизельная версия, праворульная. Ну, во-первых, потому что мы такую нашли, нам такую предложили. А во-вторых, потому что именно бензиновые и трехлитровые, они частенько леворульные, потому что это в первую очередь преимущественно американские версии. И, соответственно, нужно почтить основную идею канала. И первая будет на канале праворульная именно версия. Хочу обратить ваше внимание, что Mazda MPV в первом поколении это, ну, очень по большой части внедорожный такой минивэн. Они, конечно, бывали просто с задним приводом, но очень часто и в очень популярном именно виде это все-таки полноприводные версии. Дизель здесь, кстати, тоже интересный. В принципе, не сказать, что какой-то хрупкий, капризный, ненадежный, не сказать. По сути, многие люди даже толком не знают никаких других полноприводных таких с внедорожной какой-то жилкой такой минивэнов, кроме Делики. Все считают, что вот только вот если проходимость, если типа микроавтобус с полным приводом, это все Делика, да, больше люди, по сути, ни про что толком не знают. А вот вам яркий пример машины с высоким клиренсом, с возможностью поставить большие колеса, с нормальным полным приводом. Единственное, что, конечно, у Mitsubishi система полного привода гораздо технологичнее, и она способна на более серьезные подвиги, чем, конечно, версия полного привода у Mazda. По сути, арки и подвеска позволяют установить намного большие колеса, чем с завода, маленькие 15-е там какие-нибудь. Автомобиль на интегрированной раме, не на такой полноценной, то есть нельзя кузов поднять над рамой и все, этим, по сути, обеспечить себе установку совсем больших колес. Но даже без переделки подвески, даже без каких-то корчеваний и доработок, можно установить колеса, ну, скажем, 29-е. 29-е запросто. Это по размеру, это будет что-нибудь типа 225, 70, 16, там где-то 215, 70, 16, ну что-нибудь типа такого. На самом деле подобные проекты есть, когда ставят до вообще большущих каких-нибудь 44-х колес, там прям чудовища такие. Ну, серьезно. Эта машина, кстати, из-за своей непопулярности, из-за своей малораспространенности стоит, ну, на удивление, недорого. Даже вот прямо вот сейчас, я вам приложу даже картинку, вот скриншот из Дрома, продается за 170 тысяч вот такая Mazda MPV. Это неплохая машина под проект. Все равно ты ее типа переделывать будешь, да, устранять по кузову какие-то моменты, да, там, корчевать подвеску, корчевать, возможно, двигатель. Поэтому действительно подобрать какие-то варианты можно. Если она будет в хорошем состоянии, конечно, за такие деньги не купишь, но тем не менее, ребят, всегда так было, и я уверен, что всегда так будет. Люди в силу того, что не сильно знают технические нюансы каких-либо моделей и просто смотрят на то, что покупают другие, да, какие-то действительно интересные машины оказываются, по сути, за бортом и стоят недорого ввиду своей малопопулярности. Бензиновые версии, конечно, пониже, чем дизельные. Смотрите, даже оно как различается. Полный привод
отличается от заднего привода подвеской, и еще и дизель отличается от бензина подвеской. То есть на самом деле здесь вообще с запчастями сложновато. То есть, скорее всего, это будет экзист под заказ. И я вам даже еще более того скажу. У машины была целая куча, ну там их штук 5, по-моему, было фейслифтингов, таких типа рестайлингов. Но официально рестайлинг был всего лишь один. В 95-м, получается, году. Но между ними еще были вот такие как бы промежутки, когда с 88 по 92 и везде все разное. То есть реально надо подбирать запчасти буквально по годам выпуска. Они, кстати, и внешне отличались достаточно весомо. Мне придется картинками прикладывать, потому что у нас версия самая поздняя. Это машина 97 года, а в 98-м они уже закончились. И в самой первой версии МПВ даже не имела дверей задних с двух сторон. Была только одна, как бы по микроавтобусному. Но, кстати, не сдвижная, а распашная, что вообще странно, да? Ведь согласитесь, у всех аналогов были тогда сдвижные двери с одной стороны. И самая первая версия, она не была праворульной, она не выпускалась на Японию. Самые первые шли исключительно на Америку. Причем еще там, знаете, какой был момент? Еще была механическая коробка чисто на Америку. Вот это меня вообще удивляет, потому что американцы, они... Никакой американец не умеет ездить на механике. Это их национальная черта. Они криворучки, они не умеют переключаться нормально. И у них все на автомате. А тут вдруг им, да это отвратительно даже звучит, американцам дали механику, а японцам не дали. Но хотя, с другой стороны, автоматическая коробка у Mazda MPV от Nissan Terrano. Такая суровая, живучая, нормальная, короче, коробка от Nissan Terrano. И, соответственно, это тоже вроде бы неплохо. Но, блин, ну как вы могли не дать механику? Это прям вообще печаль. На удивление, в подкапотке все как-то неудобно расположено. То есть места-то много, да, все вроде доступно. Но, допустим, целая куча всяких каких-то вещей установили, например, прямо на болты стоек. Турбина находится, вон она аж где, елки зеленые. Ну, ну реально, ну что ж такое-то? Вроде и место есть, а все как-то не очень сподручно. Выбор двигателей был не широкий. 3 разновидности. Хотя они тоже маленько разнились в зависимости от года выпуска, естественно. Маленький бензиновый 2,5 литра, 125 лошадей. Большой бензиновый V6, суровый, 155 лошадиных сил. Причем это обычно самые богатые комплектации, что по салону, что по оснащению какому-то. И дизельные, суровые дизельные версии. Вот у нас как раз дизельная такая версия. Двигатель внешне, ну, вылитый тойотовский LT какой-нибудь, 2 LT, хотя технически весомо отличается. Начнем с того, что у него даже ГРМ двухсоставной. Вы много таких машин знаете? Я вот немного таких машин знаю. То есть, с одной стороны, вроде бы ременной ГРМ, но на самом деле там есть еще и шестерни. Мотор одновальный, зачем вы это замутили? Не очень понятно. Мотор без гидрокомпенсаторов, то есть нужно регулировать клапана. Но, слава богу, есть возможность и винтичком подкрутить, если зазор ушел не сильно. В случае с Mazda MPV это версии с механическим ТНВД. Да, у них большая проблема с топливными фильтрами. И у нас конкретно стоит вот эта монструозная штука, это от КамАЗа. Хотя еще ставят от Hyundai Tucson, насколько я знаю, ставят. КамАЗовский, на удивление, неплох. Стоит относительно недорого и работает хорошо. Про то, что двигатель боится перегревов, что у него трещины в головке могут образовываться, это я даже не говорю. Это проблема, особенно вот в те года, это стандартное что-то. То есть смотрим, следим за антифризом, следим за температурой. По запчастям для ремонта уже все очень сложно. Уже все тоже подыскивается, подбирается на заказ. Ремонт дорог, контрактный этот двигатель, мало того, что его трудно купить, вот этот VLT, трудно купить в принципе, то есть их просто мало, да, в продаже, так еще и стоит он уже за 100 тысяч. Ребят, действительно, владеть олдскульной такой машиной, да, в наше время может далеко не каждый, потому что, с одной стороны, ты вроде ее можешь купить за недорого, но с другой стороны, можно с ней очень на большие деньги попасть в плане ремонта и восстановления. Пробуем забраться в нашу горку. Заранее говорю, что у нас не ЛСД мост, хотя он мог бы быть. Ну, бывает в очень редких комплектациях, но, увы,
ЛСД мосту заднего, ребят, привода. Так что полный привод все равно бы без него остался. Но мы заблокировали межосевой дифференциал. Установим, наверное, вообще на что там, на двоечку прямо. Холд нажмем, чтобы вот он не переключался выше. И будем взбираться. Сейчас попробуем, как получится. Конечно бы понижающий ряд бы. Все, я уже чувствую, что я вывесился. Во, заднее колесо вот, левое точно висит. Ну что, будем пробовать. Да, я полирую уже снег. Ну, будем пробовать с разгона, естественно. Много разгона давать не будем, но чуть-чуть дадим. Мне зато нравится, как у нее ходы подвески. Это у нас минивэн, внедорожник, реально. Прям вот столько колесов провисло и норм. Прикиньте, мало разгону-то, елки-палки. Надо было чуть-чуть побольше дать. Ну, ребят, опять же резина, ну вы видели, да? Я думаю, не надо вам рассказывать, что это за резина, даже не шипы. Елки зеленые. Ну, опять же, давайте поговорим о хорошем, да, о том, что хороший ход подвески, свесы не низкие, да. Вот сейчас современные минивэны, они это вообще унылость какая-то, да, то есть они все утюгообразные. Вот эти преодоления им точно не по зубам. В салоне, конечно, машина большущая, да. Она 4,7, почти что без малого метров длиной, 1,80 м шириной. Ну, конечно, она большая и просторная. Ну, естественно. Первое же, что мне бросилось в глаза, это то, что, ну, совсем мало вот каких-то кармашков, пряталок, вот чего-то такого, каких-то дополнительных бардачков. Мне вообще нравится, что Mazda всегда шла каким-то своим особым путем, с одной стороны. Ну, может быть, это из-за того, что с давних времен, еще с 80-х, там, 70-х годов Mazda дружила с Фордом. И то есть здесь всякие элементики, да, элементики дизайна, какие-нибудь кнопочки, крутилочки, они не такие, совсем не похожие на то, что мы можем увидеть в Ниссанах или в Тойотах. Даже вот смотрите, вот эти клавиши, они реально клавиши, которые вот включают обогрев стекла, там, блокировку дифференциала. Вообще, кстати, были в комплектации очень богатые, да, судя по количеству заглушек. Вот у нас аж 6 незанятых клавиш, то есть они бывали очень оснащенные, там, с корректором фар, кондиционер, климат-контроль, там и прочее. Это вообще я даже не считаю чем-то необычным. Кстати, о фарах, вот если упомянуть, у американских версий стеклянные фары, у японских пластиковые, и, ну, сами понимаете, свет весомо хуже. Но, с другой стороны, мы можем порадоваться тому, что мы можем купить соответствующих годов американские леворульные стеклянные фары, получить леворульный свет на праворульной машине, да, без какого-то колхоза. Подстаканники есть хотя бы вот здесь, вот в этой части. Нижняя штучка жалко не подпружиненная, ну, вот которая как подставочка, да, под дно. Если бы она еще подпружиненная была, вот чтобы туго это было, чтобы как бы туго держала. Вот эта консоль посередине, она может быть либо вот такая, может либо быть чуть-чуть подлиннее, а могло ее не быть вообще. Так что будем радоваться, что у нас есть хотя бы такая. Здесь вот достаточно большая емкость под мелочи. Телефон есть хотя бы куда бросить. Рычаг коробки тоже расположен позади руля, вот здесь, а не посередине между сиденьями. Ну, опять же, это все для того, чтобы можно было, видимо, ушагать с передних мест назад. Как только у вас появляются дети, и вы ездите на минивэне, возможно, у вас появляется понимание, зачем здесь делать промежуток. Потому что при такой большой ширине машины с переднего сиденья можно уйти назад. Это даже может сделать крупный человек, не обязательно очень изящный, японских габаритов. Так что, может быть, и хорошо, что здесь нету вот полной консольки, и подлокотники сделаны, вот как видите, на сиденьях. Кстати, вот в этой части, где вот здесь у нас тарелочка-поддончик, могли быть приборы. Кренометр там, ну, знаете, как у внедорожников бывает. То есть, вот так вот горочка здесь, ну, приложу картиночкой, что сказать. То есть, смотрите, прямо реально внедорожные функции. Ну, серьезно, ну, почти что делика, да?
Почти что. Эти машины интересны не только Дальнему Востоку, да, Сибири, а еще и западной части России, потому что они понимают, что они могут реально себе такую купить просто в леворульной версии. Ну, не всем быть настолько крутыми, чтобы кайфово ездить на правом руле. Я вас понимаю, да, кому-то это слишком сложно. Так, пройдемся по второму ряду. Я вам сейчас покажу, что с ним можно сделать. Начну с того, что бывают версии с капитанскими сиденьями, бывают версии вот со слитным сиденьем, как у нас. Какая из них лучше, это каждый судит сам. Мне всегда нравятся вот такие больше сиденья, потому что больше народу влезет. И все, это самое главное. Здесь нужно, очень важно даже упомянуть, что в машине не две даже, а прямо аж 3 печки, прям 3 радиатора в прямом смысле. И один из них находится под передним сиденьем пассажирским. То есть, по сути, у переднего пассажира есть подогрев сиденья. То есть вот там отдельные крутилочки. Кстати, себе, по сути, каждый пассажир может сам покрутить крутилочки, настроить себе. Обычная печка, она находится как обычно, да, там, где бардачок, там внутри за торпедой. И третья находится вот здесь, на уровне третьего ряда сидений. И здесь есть отдельный регулятор, отдельно выведены вот сюда воздуховоды. Ну, разумеется, можно подвигать сиденье, да, вот оно вперед-назад двигается, да. Можно же наклонить еще и спинку. Это делается вот как сейчас, для того, чтобы можно было пробраться на третий ряд. Но смотрите, можно сделать еще и столик третьему ряду. Вообще офигенно. Ну, нормально, минивеновская, микроавтобусная, обычно. Мне особенно даже, знаете, не сколько в длину нравятся ее размеры, а в ширину. То есть вот здесь вот сидеть очень просторно, вот понимаете? Вот, то есть смотрите, я сел плотненько к стеночке, да, допустим. И сюда еще 2 таких, как я, запросто можно вообще поместить. А я, знаете, в высоту не очень, да? А в ширину-то я вполне себе даже очень. Видите, на спинке третьего ряда сидений тоже присутствует пластиковое вот это покрытие с местами под стаканчики. И вот мы такие берем, складываем сиденье. И такие думаем, а зачем? Там тоже такое столикообразное получается, да? Ну, можно, конечно, устроить себе вот так вот пикник в багажнике. Все вот сюда поставить, можно здесь что-то разложиться, поляну накрыть. Я вам сейчас покажу, как приподнимается он для увеличения объема. Опа! Оп, защелкнулся. Ну, вот он только таким образом делается, чтобы получилась такая перегородка багажного такого отсека. По длине давайте заценим. 90. Ну, естественно, здесь как-то в плане багажника поскромнее, чем в каких-нибудь больших микроавтобусах, потому что прям совсем аж до первого ряда сидений груз поместить не получится. Потому что, я говорю, она здесь просто делается как вот такая эдакая перегородка. Без подъема третьего ряда сидений у нас здесь получается неплохо 45. Ну, относительно нормально, особенно если учесть, опять же, квадратную форму машины. Есть небольшие лючочки. Вот это сюда под омываечку. Микроавтобусная тема. Омываечка в лючочке в багажнике. А? Это доступ, видимо, как раз к печке. Но подполья нету. Запаска под брюхом, естественно. Ну, блин, могли бы, кстати, что-нибудь и замутить бы, конечно, здесь снизу. Но, опять же, в той же Делике тут ничего нету. И у меня в микроавтобусе тоже здесь ничего нету. Я думал, сейчас вот прям не получится в какой-то момент, потому что резина чувствовалась, вот здесь уже резина не берет. Ой, елки-палки, слушайте. Я всегда воодушевляюсь, когда у машины что-то получается. Давайте вернем обыкновенный режим D. Технической какой-то особой сложности не имеется в машине. С одной стороны интересная, а с другой стороны все равно простая. И вы знаете, если бы не редкость запчастей, машину вполне можно было бы рекомендовать вот прям однозначно к покупке. Практичная, эффективная. Все, что ты от нее хочешь, в ней есть. То есть, по сути, альтернатива многим распиаренным другим японским моделям. В дизельном варианте, я бы сказал,
холодновато. Ну, естественно, дизель есть дизель, но вот как мы сейчас ее маленько раскочегарили, побуксовали, издевались чуточку над машиной, так в ней сразу так тепло и уютно стало, аж вылезать неохота. Я думаю, естественно, если бы межколесная была бы блокировка, которую, хотя, конечно, можно поставить, я думаю, от сторонних производителей, напишите в комментариях, кто в курсе, можно ли сюда поставить такую же блокировку Иш-Техно, например, которая стоит у меня в микроавтобусе. Он с этой горкой, кстати, справился на ура. Ну, а в целом, я очень жду ваше мнение в комментариях об этом автомобиле. Он, конечно, не на все 100% олдскульный, потому что это же все-таки не самая первая ее версия 80-х годов. Но в любом случае, я считаю, автомобиль интересный. Мне нравится, когда мы на канал приносим не то, что у всех на слуху, а именно то, что только у меня, можно сказать, будет на обзоре. Подписывайтесь, ребят, на канал. Стоит вам подписаться не только на YouTube, но еще и на Яндекс.Дзен. Сейчас времена сложные. Кто может поддержать канал спонсорством, донатом или еще каким-то образом, все ссылки тоже будут в описании. Мы будем продолжать стараться делать вам контент, даже несмотря на то, что в мире сейчас все очень и очень сложно, если не сказать хуже. Всем пока!